Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из Зеленоградска, Ленинградская область. У нас сегодня 1 мая, мы приехали на длинные выходные отдохнуть, гулять. И сегодня с вами поедем на Куршскую косу. Покажем, как доехать своим ходом, сколько это будет стоить, какие локации можно посетить. Ну а вы проедете вместе с нами. Поехали! Набережную. Сегодня, конечно же, людей в разы больше, чем вчера. Да, вчера вечером, наверное, все многие приезжали. Да, море шумит. Красота? Да. Кайфуш. Смотри, идет Кто? голыми ногами по берегу. О, да. Да, вчера купался. Не, а походу он другого. Все, теперь мы точно можем отправиться в путь, потому что, не изменяя себе, взяли прям сразу согревающие напитки, хотя по погоде вроде сегодня теплее. Во-первых, сегодня чистое небо, сегодня светит солнышко и оно греет, хотя ветер тоже есть, и мы даже оделись теплее, чем были одеты вчера. На всякий случай, потому что вчера мы подзамерзли. Но будем надеяться, что сегодня нас погода порадует гораздо больше. Вот, и мы сможем дольше погулять и не замерзнуть. Сейчас двигаем на вокзал. Хотим своим ходом попробовать добраться до Куршской косы. Дошли до центрального ЖД вокзала города Зеленоградск. Станция Зеленоградск-Новый. Здесь же вот с левой стороны стоят автобусы, на которые уходят в Светлогорск, в другие города, в том числе отсюда уходит автобус до Куршской косы с остановками в различных поселках на косе. По крайней мере, мы видели эти автобусы в 2023 году. Я посмотрела расписание. По расписанию ходит несколько автобусов, по-моему, до 8 или 9 автобусов в день ходит. Вот хотим... Ладно, вот, хотим сейчас дойти, попробовать купить билеты и доехать. Не знаю, правда, где покупать билеты, но сейчас узнаем. И вот здесь такая большая-большая остановочка. Автобусы все отходят отсюда. Оплата при посадке в автобус. Вон там тоже есть желтое большое расписание. На Куршскую косу ходит 210 автобус. Вот несколько раз в день с 6:40 до 18:45 ездят. Также можно, конечно, поехать каким-то групповым трансфером, мини-группой. Здесь выходят, всегда предлагают. Но у нас, мы там уже были, поэтому нам смотреть уже особо нечего. Мы чисто едем в конкретное местечко, походить, погулять, посмотреть. Так что ждем, в 12:55 поедем. Сниму поближе вам расписание. Вот мы едем на 210-м. Это время отправления различных автобусов. Также есть несколько автобусов на Калининград. Есть автобус Светлогорск, Интерны, Балтийск. В общем-то, и новый даже маршрут есть. Так что вариантов очень много. Вот и наш автобус. 210. Все заходят, как оплачивать, пока мы не понимаем, но все просто заходят. Мы спросили, значит, оплата идет по выходу. Когда вы ходите через водителя, уже водителю оплачиваете по факту, до какой станции вы доехали, и вот, видимо, по километражу оплачиваете. Приезжаем на Куршскую косу. И едем дальше. Если вы планируете, помимо того, чтобы доехать до определенной точки, прогуляться по Куршской косе, то желательно на сайте оплатить стоимость посещения. Стоимость посещения на одного взрослого стоит 400 рублей. Оплатить можно на сайте Куршская коса. Но там есть льготы для пенсионеров и детей и так далее. Пенсионеры, если у вас есть с собой удостоверение, проходят бесплатно.
Сейчас едем по поселку Лесной, если я правильно понимаю. В общем-то, мы здесь планируем выйти. В теории можно на автобусе доехать до всех основных достопримечательностей и выйти на любой остановке. Но мы решили выйти на остановку поселок Лесной. Мы вышли на остановке поселок Лесное. Проезд стоил 50 рублей. Но, повторюсь, если ваша цель поездки не проживание где-то здесь, а прогулка, то желательно оплатить, скажем так, взнос. Вообще водитель говорит, что 30 рублей, но я оплачивала взнос за себя на сайте Курской косы, и это стоило 400 рублей. Не знаю, какая цена правдива, но я лично оплатила 400 рублей. Другой ценник ей не давался. Да. Вот. Пенсионеры, инвалиды и другие категории льгота Дети имеют, до 18. да, бесплатную прогулку по Курской косе. Сейчас мы пройдем с вами на набережную, посмотрим, погуляем. Но если вдруг вы решите потом проехаться дальше до других достопримечательностей, там получается высота Эфа, да, пардонте, музей и так далее, то можно вернуться на остановку и дождаться автобуса по расписанию, которое я вам покажу, именно с остановки поселок Лесной, и поехать дальше. Это расписание, который автобус приходит именно сюда. Можно вернуться на Зеленоградск, либо поехать дальше. Мы, получается, в 13:15 ровно прибыли на эту остановку. Выехали мы в 12:55. В общем-то, получается, ехали 20 минут сюда. Так что, если вдруг нужно поехать дальше, расписание, подошли и поехали. Ну, а мы идем, получается, через дорогу переходим. И нам вот туда вот, чтобы попасть в Курской косе. Ну, непосредственно там будет набережная, там будут ресторанчики. Ну, вроде как бы нам так сказали. Интернет. Да. Почему мы выбрали все-таки именно эту локацию? Потому что она, такая вот основная локация, где очень много, скажем так, жилой поселок. Здесь очень много отельчиков и пансионатов в том числе. Поэтому и набережная здесь достаточно развитая. Идем туда. Идем вот по такой вот приятной деревушке. Здесь очень многие дома сдаются в аренду. Мне кажется, для тех, там, кто-то с детьми хочет провести лето на природе, с чистым воздухом, и при этом надышаться морем, и самое оно. Ну, да. Прям вот самый такой кайф. Ну, я знаю, что из Москвы очень многие сюда приезжают, снимают жилье. Да. Но, во всяком случае, мне многие рассказывали, что у них знакомые это практикуют. Да. На самом деле здесь воздух гораздо чище будет. И домики такие все приятные, ухоженные, территория приятная. И, в общем-то, дойти до моря вот по нормальной асфальтированной дороге можно спокойно. Я понимаю, конечно, море здесь не очень теплое, но я думаю, надышаться... Слушай, вспомни, мы в июне с тобой видели, как народ купался в жару. Да, жара здесь была. А такая детям за радость, им по барабану. Холодно, но не холодно. Это факт. Да, и это вспомни факт. меня, у меня губы синие в детстве были, а я не вылезала из воды. Вся в мурашках трясешься, сказать ничего не можешь, потому что замерзла, но из воды тебя вытащить было очень тяжело. Вот, поэтому для детей, а плюс ко всему здесь раздолье прогуляться. Ну да, здесь же получается тут вся очень, зона заповедная. Тихолющий какой, привет! Ой, смотри, у него разные цвета глаза. Да. Господи, хлёсик такой, красавец, да, красавец. Отвернулся, застеснялся. Ходим, смотрим, думаю, точно какой-то гостевой дом. Смотрим по Яндекс.Карте, написано гостевой дом Курский. Очень такой приятный находится. Угу. Птички поют, красота. Да. По соседству с ним находится, вот видите, гостевой дом-терраса. Тоже приятный. Здесь сразу идет парковая зона, и буквально еще в 2 шагах будет уже, даже слышно уже звук прибоя. Да. Вот мы выходим с вами к
немножко набережной. Здесь вот есть туалеты. Вот. Здесь же есть рестораны с потрясающим видом. Птички так поют на курьих ножках. Мне кажется, вот он как раз ресторан. Вот. Здесь тоже есть небольшая набережная. Опять-таки, как мы читали в сети интернет. Сейчас с вами это проверим, насколько она рабочая. Здесь можно взять какие-то напитки, посидеть с красивым видом. Мне кажется, что мы обязательно это сделаем. Мне кажется, вот она заканчивается. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну да, она вот не очень большая. Но она вот туда, вот, она, видишь, она вон дальше строится. Вон там вот. Готов. Да. Вон там вот, прям вот он. И пройтись, посидеть. Класс. Посмотрели, что в общем-то мы можем в 14:45 пойти сесть на новый автобус и доехать до танцующего леса вместе с вами, оттуда пройтись немножко до дюны высота Эфа и потом уже поедем обратно. Ну, красота же! Сейчас все смоет. Не дает тебе морюшка. Беги! Беги! Какая же красота. Волна такая вот прям красивая, набегающая. Да, и песок здесь такой очень-очень приятный. Мягенький. Да. В общем-то, для тех, кто сюда решится приехать отдыхать летом, снял себе маленький домик. И вот наслаждаешься. Какая-то вот такая немного дикий отдых, по которому, в общем-то, мы все скучаем. Конечно, хорошо, когда пляж, все включено. Но и вот такой отдых имеет место быть. Да? Причем, ну, может, его много где были. Многие видели набережное, побережье, Да. воду, океан, Здесь моря. мне нравится. Но при этом, при всем, да, вот здесь своя какая-то такая атмосфера, которая... И главное, это Россия. Это Да. Россия. Друзья мои, это же, вот смотрите, какие просторы, какая красота. Ну, невероятно. Люди едут на Мальдивы вот для того, чтобы там что-то... Не, ну какие-то- слушай, там море, конечно, другое. Сравнивать всё с другое. Мальдивами это нельзя. Но я считаю, что и у нас можно это все найти. Я вообще... Мальдивы у нас ты не найдешь.
Ты знаешь, что мне рассказывали, что на Дальнем Востоке, где Владивосток, там есть острова, которые, ну да, может быть, они там особо пальм нет, но там природа ничуть не хуже. Не знаю, мы с тобой туда еще не ездили, поэтому я ничего сказать не могу. Ну, за что купила, за то и продаю. Мне рассказывали, я об этом рассказываю вам. Мы так предполагаем, что здесь, скорее всего, готовят зону с лежаками. Какая-то такая вот оборудованная. Может, даже с лежанками, пуфиками. Я так понимаю, это спасатель. Да, здесь же. Ну что, очень даже здорово. Ну, молодцы. Оборудовано, хорошо, приятно. А вот здесь вот где-то спустимся, наверное, посмотрим. Смотрим, что здесь отель Маяковский. Очень интересная территория. Кстати, у него буквально прям вот залив, ну, Курская коса, море, Балтика и отельчик. У него здесь свой бассейн, лежаки. Очень приятная территория. Пробовали, вода подогревается, она теплая. И здесь, и здесь. Офигеть. У него очень большая территория. Кстати, вот эта зона, которую мы проходили, это его зона. Офигенный отель. Какой-то вход на эту тропу. Вообще классно. Нам безумно понравился парк отель Маяковский. Офигенно. Но мы даже зашли на сайт отеля и решили посмотреть, сколько стоят номера. И смысл в том, что практически на все лето Номеров уже стандартных нет. остаются только люксы и какие-то сьюты. Все, стандартных номеров вообще нет. Все забронировано. А это значит, что отель пользуется большой-большой популярностью. Только на сентябрь нашли. Вот. У него огромнейшая территория, своя, получается, зона, есть на пляже, выделенная будет с лежаками, со всеми делами. Даже сейчас бассейн подогреваемый. Просто, не знаю, мы не знаем, какие здесь завтраки. Да, полотенца лежат в свободном доступе. Мы не знаем, какие здесь завтраки, но по фотографиям и по отзывам гостей здесь прям шикарно. Если бы вы были в этом отеле, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот отель. Нам стало безумно интересно. Да, прям понравилось. Немножко выпить. Я себе беру беллини. Мамочке мы берем латте. Готовят мой напиток. В итоге я решила взять на клубнике. Кайф. Напитки. Здесь есть меню у ресторана. Да. Очень неплохие, смотрю, завтраки. Салаты, холодные закуски, вон строганина с соусом берблан. Это очень интересно, что за соус. Мы, конечно, можем остаться здесь на подольше, не поехать дальше, если попробовать. Но мы решили, что мы лучше поедем дальше. Но цены вам покажем. И вот с таким вот видом кайф. Знаешь, что это прям кайф? Это ничего не сказать. Нам здесь так понравилось. Это вот просто уезжать отсюда совсем не хочется. Здесь тихо, умиротворенно, птицы поют, шум прибоя, неплохие варианты проживания, вкусная еда, ресторанчики, все это на берегу, приятненько. Энергетика релакса. Угу. Просто никуда не хочется торопиться. Сразу хочется забыть обо всем, что было там на работе, дома. Просто хочется расслабиться и получить дзен. Да, сидеть и отдыхать. Возвращаемся обратно на автобусную остановку. 14:55, нет, 14:45 будет автобус дальше по Курской косе. Хотим сесть на него и доехать. Можно будет доехать либо до поселка Рыбацкий и там выйти, и потом уже от него пройтись немного до каких-то достопримечательностей, либо сразу до них доехать. Пока еще не решили, но точно решили, что поедем с вами дальше. С другой стороны, там еще ближе, там получается залив. Ой, вот он. Снова мы в автобусе, теперь едем дальше. Здесь также проходит вдоль всей косы тропа. Она велосипедная, пешеходная,
Здесь мы смотрели, бегают, едут пешком, на велосипедах едут. В теории ее полностью можно пройти пешком. Мы смотрели, что от поселка Лесного до танцующего леса примерно 6 километров. В теории можно было пройти пешком, но мы немножко ленивы, поэтому мы идем на автобусе. Доехали мы до точки высота Эфа. Сейчас посмотрим, сколько мне смс, пока еще не пришла. Посмотрим, сколько заплатили. Сняли у нас 135 рублей с человека. Очень странно, конечно. Да, немножко странно, потому что мы, водитель сказал, типа, вы когда будете выходить, скажите, что вы едете не с самого начала, типа, с вас берут меньше. Но взяли 135 рублей и столько же, да, сколько людей ехали от самого начала. Ну, ладно, не будем, как говорится, грешить, ни на кого судить. 135 рублей доехать до высоты F. Мы нашли, что нам очень было нужно. Это туалет. Кстати, очень чистенький, хорошенький. 60 рублей на взрослого, 30 рублей льготный. Для меня. Да, вот. Так что теперь мы с свободным мочевым пузырем можем подниматься наверх. Видели, что не можем подняться наверх, мы уже немножко голодные, поэтому решили взять себе перекус и подниматься уже дальше наверх, потому что подъем там большой, высоко подниматься. Легкий перекус, хот-доги, красота, лес и чай. Класс. Давай, чин-чин. Чин-чин. Заморили червячка, перекусили. Теперь хотя бы нас не трясет, а то в какой-то момент мы поняли, что мы прям безумно голодные. И нам нужно обязательно что-то съесть. Проходим на небольшую торговую зону. Мы не здесь покупали. Мы танцующий лес там, где были. Мы там покупали. Вот. И идем подниматься наверх. Высота Эфа. Птицы здесь поют. Красота. И воздух прям хоть ложкой ешь. Он прям такой густой, насыщенный, пахнет хвоей. Ой. Красота. Вся дорога наверх идет вот таким вот настилом деревянным, по которому разрешено идти. В прошлый раз мы здесь прыгали. Да, потому что его строили, Да. делали. Мы здесь по грязи шли, а сейчас прям шикарно. Да. Но сходить-то в настил, как бы запрещается. Хотя я вижу, что тут тропки есть, но даже заповедная зона, и чтобы не наступить ни на какую букашку, да, и не повредить живой массив, да, нужно идти по специальному настилу. Кто хочет помедитировать, есть на некоторых позициях ровных такие вот лавки. Сел И замер. есть, конечно, мимо проходящие люди вам это позволят сделать, но в теории можно. Мороженое, муравейник, даже интересно. Ой, большие такие прям. Да, Крупные. ползают. Слушай, реально крупные такие. Да. А ты их увеличь. А я увеличила максимально. Смотри, работают в поте лица. Там кого-то тащат. Круто. Наверное, кусаются не больно. Смотри, ведь каждый что-то делает. А смотри, какое бревно там тащит. Да, да, да. Которые перегорожены. Мы практически поднялись. Еще совсем чуть-чуть. И будет самая высота. Ну, мы на этих высотах потом. Да, тогда уже будем спускаться. Сначала мы решили на самый верх подняться. Все, поднялись. Самое интересное, здесь совсем нет ветра. И я бы сказала, что здесь даже жарковато. Гораздо теплее. Да. На обратном пути тогда вот здесь посидим. Ага. Пойдем туда дальше дойдем. Туда тропа куда-то еще идет. А там вот. Наверное, к заливу. Идем дальше. Ну, классно, классно. А главное, что очень-очень тепло. Вот, экологическая тропа, высота Эфа. Кочующих дюн. Можно сделать, поставить на паузу и почитать.
Идем дальше. Прям вообще инстаграмная фотография. Красота. Вот на этом небольшом моменте мы предлагаем вам сделать паузу. Потрясающем моменте, чтобы продолжить нашу прогулку по Курской косе в следующем выпуске. А на этом с вами попрощаемся. Как обычно, пожелаем крепчайшего здоровья и хорошего настроения, потому что, как вы знаете, хорошее настроение мы везде и всегда создаем себе сами. Это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печали, заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.